Привет, друзья! Вы на канале Техновейв, и сегодня покажем прототип лунной базы под названием Momo, который похож на пчелиные улья. Четырехногого робота, способного взбираться по вертикальным поверхностям. Китайский космический аппарат Chang'e 6, который показал видео добычи лунного грунта с помощью специального манипулятора. ChatGPT, который научился имитировать разные голоса. Ну и конечно же, четвертый и самый успешный запуск ракеты Starship компании SpaceX. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Инженеры лаборатории роботомеханики университета Карнеги Меллона представили четырехногого робота, способного взбираться по вертикальным поверхностям. Он умеет цепляться даже за неровные вертикальные поверхности, сохраняя при этом устойчивость. Технология предполагает использование множества небольших острых крючков, которые обеспечивают хват за небольшие выступы и трещины на поверхности. На каждой четырех конечности бота используются по две группы микрошипов, расположенных под прямым углом друг к другу. Конструкция робота также предполагает использование встроенной камеры для измерения глубины и микропроцессор для обработки команд. Захват поверхности осуществляется попарно, благодаря чему робот надежно фиксируется на поверхности. Каждый микрошип при этом изготовляется благодаря технологии 3D-печати. Кроме того, робот отличается небольшим весом, высокой энергоэффективностью, маневренностью и недорогой сборкой, поскольку технология захвата поверхности не требует дорогостоящих компонентов. Сотрудники технологического института из штата Массачусетс анонсировали масштабный проект Momo, представляющий собой прототип лунной базы. Если NASA или SpaceX примут этот концепт на согласование, потенциально Momo может стать одним из ключевых изобретений в будущих миссиях на Луну. Momo используется модульная система в виде сот. Авторы проекта вдохновлялись пчелиными ульями, а вместо стен здесь используются герметичные полиэтиленовые мембраны, которые покрыты алюминиевой рамой. Каждый модуль крепится друг к другу с помощью магнитов. К сотам можно крепить мебель, начиная от кровати и заканчивая тренажерами. Одна такая сота вмещает до 2 астронавтов. База имеет форму сферы или эллипсоида, благодаря чему их легко перевозить на космических кораблях. Миссия на Луну по названием Артемида-3 запланирована на 26 год. За 4 года астронавты намерены заложить фундамент для последующей колонизации земного спутника. И если все пойдет по плану, модульные дома Momo станут первым жильем в рамках этой миссии. Компания OpenAI выпустила видеоролик, демонстрирующий недавно анонсированную функцию голосового режима работы нейросети GPT-4. В нем искусственный интеллект показывает в действии свои способности по созданию голосов вымышленных персонажей. В ходе тестирования сотрудник OpenAI придумал историю и просил ChatGPT имитировать голос ее персонажей. Сначала он заказал голос величественного льва, а затем мыши. Первый ему понравился, а второй он попросил изменить. Искусственный интеллект сразу же выполнил просьбу тестировщика и продемонстрировал новый образец, который того устроил. That's not bad. Could you make it a little squeakier, more like tiny, more like mouse-like? Oh, it's Nolan. How's that? That's pretty good. Okay, let's toss in an owl. Make the owl sound like wise, a little bit stoic, and the owl could kind of be like an advisor to the lion or something. Who dares enter the king's den? Okay, yeah, that's pretty. Помимо собственного голоса, нейросеть может менять его интонацию и другие составляющие. В компании сообщили, что новый режим будет запущен в ближайшие недели. Авторы портала TechRadar предполагают, что похожим образом будет звучать новая версия Siri, и на это намекает соглашение между Apple и OpenAI. Возможно, подробности о голосовом помощнике будут объявлены на конференции WWDC, которая стартует 10 июня. После успешного прилунения космический аппарат Chang'e 6 начал выполнять свои задачи и прислал на Землю первое видео, демонстрирующее добычу лунного грунта с помощью специальной роборуки. Ролик снят в высоком по космическим меркам качестве, что позволяет в деталях увидеть поверхность спутника. Длина манипулятора для забора грунта составляет 3 метра 70 сантиметров. Его рабочая часть приспособлена для взятия проб с помощью специальной насадки. С ее помощью аппарат может копать, собирать и перемещать образцы лунной поверхности. Второй ролик схематически показывает запланированную работу Chang'e 6. После сбора необходимых образцов модуль должен вернуться обратно на Землю, впервые в истории доставив в лабораторию пробы возрастом около 4 миллиардов лет с обратной стороны Луны. Однако главная задача миссии — исследование южного полюса спутника для подготовки к будущему развертыванию обитаемой базы. Гигантский космический корабль Starship компании SpaceX совершил уже 4-й испытательный полет и впервые успешно приводнился в Индийском океане. Ракета-бустер вместе с прототипом корабля стартовала с космодрома Бока-Чика в штате Техас в 7 часов 50 минут. Траектория полета совпадала с предыдущим испытанием в марте. Тогда Starship летел в течение 49 минут, после чего был потерян при входе в атмосферу. С тех пор компания модернизировала программное и аппаратное обеспечение ракеты. В ходе нынешнего испытания ракета-носитель Super Heavy отделилась и благополучно приводила
наводнилась в Мексиканском заливе под бурные аплодисменты инженеров в Центре управления полетами в Калифорнии. Примерно через час после этого корабль вошел в атмосферу на скорости около 27 тысяч км в час. Бортовая камера показывала, как в этот момент от него разлетались искры и обломки. Один из обломков попал в камеру, в результате чего она отключилась. Однако Starship все равно продолжал передавать данные. Согласно планам НАСА, люди должны вернуться на Луну в конце 2026 года. Однако для этого компании SpaceX предстоит доказать, что она может произвести надежную и безопасную ракету. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть телеграм-канал, там еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.